Привет, мои хорошие! Сегодня хочу представить вашему вниманию проект, который называется Spatium. Spatium – это новый протокол распределенной обработки и хранения информации, на базе которого разработан программный кошелек, с которым будет взаимодействовать аппаратный девайс, и планируется создание целой экосистемы. То есть, по сути, команда Spatium разрабатывает продукт, который реально остро необходим нашему рынку. Аналогов ему еще пока что нет. Конкуренты в лице производителей аппаратных либо же программных кошельков значительно отстают в функциональности и не обеспечивают должной безопасности своим пользователям. Ну а мы с вами как криптоинвесторы, в первую очередь должны заботиться о безопасности наших с вами средств. Поэтому, как по мне, то идея и задумка данного проекта является более чем актуальной. Инновационный подход дает большое преимущество данному проекту наряду с другими. Что касается технического документа, то состоит он из 30 страниц и в основном посвящен описанию технологии и функционированию экосистемы. Написан относительно доступно, приводятся простые понятные примеры. Авторы не льют воды и нет большого преизбытка математических заумных сложных формул, то есть он читаемый. Итак, что же нам предлагают разработчики? Уровень защиты кошельков и экосистемы Spatium построен на новом протоколе, в котором заложены новые принципы исключения риска утечки ключевых данных. Предложенные решения выглядят достаточно смело и масштабно, но для того, чтобы их оценить полноценно, нам необходимо увидеть, как же это все будет работать на практике. Технология весьма изощренная, что может обеспечить на сегодняшний день наиболее безопасное решение из тех, которые существуют. Но, как мы знаем, чем сложнее система, тем больше вероятность каких-либо там косяков, которые могут вылезти при ее полноценной практической реализации. Однозначно мы ждем тестовой партии аппаратных девайсов с точнейшей оптимизацией программных кошельков для различных устройств с разной производительностью и ресурсами. Проект особенно интересен именно своим инновационным решением в области технологии обеспечения безопасности, чем он, собственно говоря, и привлек серьезную заинтересованность со стороны инвесторов, фондов и партнерств. Основные фишки Spatium – это специфическое распределение подписания транзакций, распределенное хранение так называемых секретов и отказ от использования приватного ключа, то есть они делают то, чего еще не делал никто. Вместо одного приватного и публичного ключа имеется несколько секретов, которые генерируются независимо на нескольких устройствах. Секреты применяются при подписании транзакций и в процессе генерации публичных адресов. Spatium планирует использовать несколько блокчейнов и их технологии, а именно такие как EOS, IOTA, NEO, NEM, Ethereum и другие. Это позволит совершить бэкап, обеспечить доступность данных и перемещаться в случае перегруза блокчейна. Еще предусмотрено использование IPFS, дабы предотвратить засорение сети некритичной информацией. Также предусмотрена возможность офлайн подписания и последующего сохранения транзакции с последующей отправкой при желании и подключения к сети. Детальнее вы можете ознакомиться с технологией в текстовом обзоре от нашей команды, ссылочка на него доступна под видео. Ну а мы идем дальше и смотрим партнеров проекта. Здесь мы видим NEM, в представлении не нуждается. Дело в том, что для NEM практически нет решений в современных криптокошельках. И первая партия по секрету будет отправлена именно им в подтверждение дальнейшего взаимодействия. Также мы видим Edenchain и Charles Bridge Global Microfund. То есть это фонд закрытого типа, портфель которого имеет такую общую сумму свыше 35 миллионов долларов США. Также ведутся переговоры о партнерстве с NEO, EOS, Zilliqa, IOTA, Tezos и другими. В ближайшее время присоединятся новые адвайзеры, имена которых мы с вами скоро узнаем. Ну и также немаловажный фактор, что Spatium попал в топ-6 проектов на польский центр. Переходя к команде, хочу сделать небольшую ремарочку. У многих из нас сразу же просто внимание отключается на фразе «славянская команда». Тут много славянских имен, которые для нас являются таким красным флагом. Не будем спешить с выводами и посмотрим, кто же стоит у основания данного проекта. Итак, видим Герай Юсифов, основатель, человек из сферы маркетинга и бизнеса, основатель и председатель рекламной группы, представляющей агентства APG и Хейвес в Азербайджане и Грузии. Также являлся исполнительным директором MCCAN Баку, прослеживается взаимосвязь с Маратом Женеспаевым, имеет степень MBA в сфере бизнес-администрирования.
Данный участник команды был выставлен в негативном свете в азербайджанских СМИ. Мы пообщались с командой, и нам ответили, что данные статьи были заказными, что большинство из них были удалены, и что еще последует большое количество опровержений о том, что данный представитель был причастен к каким-либо нелегальным делам. Ну, посмотрим, так ли все хорошо, как они нам рассказывают. Что же касается разработчиков, то Илья Юланич имеет 8 лет опыта в компьютерной архитектуре, операционных системах, программном обеспечении, радиосвязи, разработке и прочем. Spatium занимает должность программного аппаратного архитектора. Обучался он в военной академии Республики Беларусь по специализации компьютерные системы, сетевое и телекоммуникационное оборудование. Это, собственно говоря, все, что удалось узнать по данному участнику команды. Не густо. Смотрим дальше. Валерий Вашкиной. В социальных сетях найти его не удалось, работал в сфере безопасности систем, блокчейн, разработки и трейдинга. По разговору с ним было понятно, что для него очень важно передать суть, уникальность технологии Spatium максимально точно для правильного восприятия проекта. В принципе, вопросов к данному участнику нету, несмотря на то, что информации по нему как бы мало. Его опыт и квалификация говорят сами за себя, то есть непосредственно из общения с ним мы сделали такой вывод. Смотрим дальше. Упомянутый выше Марат Женеспаев. Главный управляющий МСК, топовой нью-йоркской маркетинговой компании, является владельцем ADV Казахстан и совладельцем ADV Marketing Казахстан. ADV Group – это одна из ведущих маркетинговых групп в СНГ и Центральной Азии. Представляет международные сети связи Interpublic Group и Hayvest. Также был адвайзером Edenchain. Бросается очень в глаза это количество прежних связей членов команды. То есть у команды довольно сильные связи в бизнесе и в сфере маркетинга, что дает несомненный плюс в продвижении и финансировании самого продукта Spatium. Что касается адвайзеров проекта, то хочу выделить Лон Вонг, бывший президент NEM. Основной род деятельности – это финансовый предприниматель со стажем. Сооснователь фонда NEM Foundation, был на должности президента. На данный момент основатель Proximax, генеральный директор и основатель Dragonfly. Финтех – это финтех-компания, предоставляющая блокчейн-платформу для проведения транзакций и платежей. В 2017 году он инвестировал в Pandix 35 миллионов долларов США. Немало, неплохой советник. Смотрим дальше. Что касается дорожной карты проекта, то в середине июля анонс платформы для проведения ИКО, на базе которой будет проводиться ИКО Spatium. Анонсирует собственный DEX Spatium, на базе которого планируется создать платформу портфельного инвестирования. Массовое производство аппаратных девайсов ориентировочно запланировано на декабрь 2018 года. Ну и в 2019 году в планах добавить новые биометрические способы аутентификации. Из более масштабных целей это выйти на рынок IPO в течение 2 лет. Что касается токенометрики проекта, то важный момент: капа проекта 12 миллионов долларов США. Цена одного токена составляет 24 цента. Для фонда выделено 30% токенов, будет лок на 6 месяцев. Для пресейла и краудсейла 25% токенов, и также лок будет на протяжении 6 месяцев. Команде выделено 20% токенов, лок на год. Адвайзеры, стратегические партнеры 12% токенов, лок также предусмотрен, однако пока что срок неизвестен. Комьюнити маркетинг 10% и airdrop 3%. Как мы уже сказали, для сейла выделено 25% токенов. Лок на полгода, но он поэтапный, то есть сразу после ИКО вам выдают 30% ваших токенов. После на протяжении полугода по 11,6% токенов. Преимущество у пресельщиков есть, это бонус в размере 3%. По-моему, нормальные условия. Если не смущает лок и не смущают славянские имена, то подписывайтесь на все официальные источники для того, чтобы следить за данным проектом. Ссылочки доступны под видео, так же как и ссылочка на текстовый обзор от нашей команды. Проект выглядит неплохо. Очень интересная идея, инновационный подход. Они смотрят на безопасность той страны, с которой на нее еще никто не смотрел. Что, как по мне, очень большой плюс для данного проекта. Если они добавят сильных, выдающихся адвайзеров и заключат какие-то новые, весьма интересные партнерства, то, мне кажется, проект претендует на хай. Так что советую вам следить и быть в курсе.
всех событий и новостей, связанных с данным проектом. Также немаловажный фактор, что обещают листинги на биржах из топ-10, что тоже неплохой плюсик для данного проекта. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что данный обзор был вам интересным, и как минимум чем-то полезным. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до скорых встреч!